Здравствуйте, уважаемые зрители. По ту сторону экрана ликтор. На часах примерно 4:22, и мы продолжаем проходить игру Stanley Parable Deluxe Edition. Забудьте все, что я сказал. New content? What does that mean, new content? Запусти меня, черт побери. Запусти меня! Я хочу Мариэллу увидеть. Или Мариэлла же? Новый контент. Это значит, что у нас еще есть чем заняться. Верно? Да, ура. Класс. Забудьте все, что я там про концовки сказал. Так. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Воистину? Нет. Пустите меня обратно, я не хочу. Я еще там не все прошел. Наверное. Я там точно был хотя бы один путь. Ну был же, точно хотя бы один путь. Нет. Нет. Что там написано? Что написано? Ну ладно, давайте посмотрим. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Так, нет. Выпустите меня! Я говорю, выпустите меня, я еще не все там исследовал внизу, пожалуйста. Тем более. Народ, вы же понимаете, что это будет очень большая шутка. То есть нам сейчас говорят, типа, ультра-делюкс, и вот мы идем к новому контенту, там не будет ни хрена. Ну, это слишком очевидно. Это, это все равно, что вот твой старый друг, который ты прекрасно знаешь, в каком жанре он шутит. Ты прекрасно знаешь уже все анекдоты, которые он тебе рассказал. И тут он говорит тебе, послушай, короче, я такую хохму придумал. Оборжаться, прикинь, такая хохма. Короче, заходит как-то в бар, это такое, заходит как-то в бар, там, я не знаю, кто обычно заходит. Немец, поляк и русский, что там по юмору всегда идет. Он такой, да, немец, поляк, ну ты подожди, сейчас будет, короче. Заходит в бар немец, поляк и русский. И такой, да, заходит в бар немец, поляк и русский. Такой, да, подожди, сейчас будет смешно, смотри. И рассказывает тебе шутку, которую ты идеально знаешь, как закончится. Ну вот, оно прослеживается еще на уровне, когда он просто... подошел к тебе и сказал, слушай, давай, сейчас расскажу прикол. Потому что, нет. Просто нет. Ты же знаешь, что вот там ничего не будет, что диктор будет шутить про то, что нового контента нет. Хотя знаете что? Давайте дадим миру шанс. Пусть он нас удивит. Давайте посмотрим. Я свое предостережение... Что? Предположение?
Пророчество. Да, пророчество. Я свое пророчество выдал. Пусть игра меня удивит. Поехали. All right. All right, let's see. It's the jump circle. Вы серьезно? Подожди. А если мы будем... Офигеть. Это... просто потрясающе. Я, наверное, не тот персонаж, который мог бы оценить всю красоту сего жеста, что в игре, где никогда нельзя было прыгать, позволили прыгать. Я оставлю 2, на всякий случай. Так, а здесь ничего случайно нет. Так, нет, ничего. Это причем... Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Я говорю, я оставлю 2 прыжка на всякий случай. Я сейчас, если что, безумно жму на пробел. Лифт. Здорово, спасибо. Знаете, есть, кстати, такая забавная история. И я ее вот в данный момент вам не могу найти более подходящий момент, чтобы рассказать. Вселенная есть одна, о которой когда-нибудь у меня будет в определенный момент, даже, возможно, кстати, очень скоро будет возможность неплохо поговорить. Есть аномальные предметы. И один из этих аномальных предметов — это панацея. Маленькая... блин, опять это слово забыл. Как же это называется-то, господи? Упаковка... баночка для таблеток. У нее, по-моему, есть какое-то название. Короче, баночка для таблеток. Пластиковая. В этой банке находится фиксированное количество, по-моему, как раз 12 или около того, пилюль. Эти пилюли, каждый из них, это лекарство от всех болезней в прямом смысле слова. То есть, неважно, насколько человек болен, чем он заражен, абсолютно неважно. Одна такая пилюля исцеляет все, без исключения. Вообще, без каких-либо исключений. Это реально панацея, которую невозможно синтезировать. Ученые пытались. Как только могли, пытались. И при этом это был очень редкий ресурс, всего 12 штук. Один из которых по шутке использовали для лечения простуды, и это, кстати, помогло. Так вот, и со временем развития организации, в которой хранились эти самые пилюли, время шло, и каждый раз находилась слезливая, невероятно пугающая и грустная история человека, которому... очень для смертельно важной вещи. Судьба всего мира зависит от этого лечения. Была нужна эта таблетка. И они все уменьшались, уменьшались и уменьшались. И вот их осталась одна. Было заседание, на котором собрались самые могущественные люди этой организации, каждому из которых была нужна эта таблетка. По своим причинам. И они убили друг друга. За нее. Ну, как сказать, один из них, самый могущественный, тот, кто единственный прошел боевую подготовку, убил всех. И он взял ее. Взял последнюю таблетку. И знаете, что произошло потом? Когда их осталось 0. Прозвучал звук наполнения этого пластикового тюбика таблетками. И их там снова оказалось 12 штук. Я точно не помню, но... После чего высветилась надпись: у вас осталось бесконечное пополнение лекарства. Так вот, это не тот случай.
Это не тот случай. Погнали дальше исследовать новый контент. Goodness, another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Время поменялось, по-моему. Кстати, может быть, эти часы наконец-то идут в реальном времени. Да, я официально заявляю, что эти часы идут по-настоящему. То есть, как минимум, минутная стрелка точно движется. Интересно, а что будет, если дождаться 12:00? Нет, я шучу, я не буду этим заниматься. По крайней мере, не на запись. Ну, точнее, не сейчас. Не сейчас. Абсолютная черная пустота космоса. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Скажу... Давай. Почему бы нет? Окей, горьким опытом я научен. Что-то здесь определенно не так. Гердиктор? Немножко комментариев? Собственно, офис Stanley Parable, в который мы можем выйти. Могли бы выйти. Кружка. Я ненавижу понедельники, да, чувак? Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Давай. Здесь точно где-то Ратман бегает. Оп. И я знаю, что мы могли пойти еще по прямой, но давайте в этот раз послушаем диктора. Падать было невысоко. You remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Ooh. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Прыжков-то нет. Ах, какое чудесное место. Солнышко светит, птички поют.
Легкий ветерок доносит детские крики. Имел в виду детский смех, простите. Профессиональная. Так, только, сэр, вы же понимаете, что я еще не весь контент из обычной Stanley Parable пережил? Так что, наверное, это будет немножечко спойлеров. Давай посмотрим. Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Наверное, да. К сожалению, я не застал Stanley Parable на релизе, потому как, ну, будем честными. Будем честными, тогда меня подобное мало интересовало. Хотя, возможно, даже я что-то о нем и слышал. А что тут? Я приближу. Так, ну давайте смотреть. Что из этого, скажем так, мы видели, и что из этого мы можем опознать. Это первая комната условного выбора. Это сам Стэнли. Это возле... Я предположу, что это возле зоны контроля сознанием, мониторы. Вот этот стол не знаю. Это еще офис. Очень много здесь этой двери выбора. Почему нет ни одной фотографии Пакса? Кстати говоря, где Пакс? Почему Пакса нет? Эй! Че, она была вот так вот? Прикольно. У игры был свой собственный сайт? Или он и сейчас есть? А адрес? Нет, нету. Но реклама Mozilla. Прикольно, прикольно. Ах, верните 2003... Это что еще за хрень, господи? Ну ладно, что еще? Ну да. Это, наверное, первый доллар, который разработали разработчики. То есть заработали разработчики. Demonstration. Такое тоже было? Ну... Ладно. Это, простите, я не знаю значения всего этого. О, это вот концовка, которую мы только что пережили, буквально. А здесь что? Забавно, забавно. Ну, это я не был в тот момент, но я могу почувствовать, как бы, идею. Это несложно. Господи, это что такое? Je suis dans la memory zone, seul sur l'abri des loups, et je n'attends plus que toi, mon amour. Ничего личного, но я очень люблю французскую речь, когда я исполняю женский голос в качестве песни. Одна из моих любимых певиц — это Эдит Пиаф. Из иностранных языков я, конечно, вынужденно знаю чуть-чуть. Я не буду врать, чуть-чуть знаю английский, но по звучанию, как бы вот по такой, знаете, гордости мне очень нравится немецкий. Прям не знаю почему. Но французский, когда его поет женский голос, мне лично очень нравится. Прям очень. Он такой, знаете... Я не могу подобрать другого слова, как романтичный. А я люблю романтику. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable.
Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Интересно, это реально существующий обзор? Слова, конечно, немножечко того, очень-очень-очень крупные, но... Oh well. Ой. IGN немножко засветились. А здесь что? А здесь что-то закрытое. Ну ладно. О, все, они это подтверждают. Они это, черт побери, подтверждают. О, Майнкрафт? А он тут при чем? О, птички поют. Стэнли. Ах, Стэнли. Не, это здорово. Это прикольная концовка. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Мета-ирония. Ладно, черт побери, игра, тебе удалось меня удивить. Я, не в той, конечно, мере проникаюсь всем этим, но, черт побери, проникаюсь. Все равно. Это что такое? Мне точно надо будет ее получше по лазу перепроходить. Так, а мне можно... Гердиктор, как вы хотите, чтобы я туда забрался? У меня же как бы... Можно я... Пожалуйста, я... Что? А, господи. Не там. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Так серьезно, как туда пробраться? Я, конечно, ничего там интересного особо не вижу, но... Не, на самом деле это все достаточно мило. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Давай посмотрим. Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Друг мой, Steam — ужасающее место. Ему, конечно, огромное спасибо за то, что он существует и объединяет все игры в одном месте, но... Ну-ка. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny!
I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. О, кстати, хороший обзор какой-то, но затерся. Уф. Дождливый денек. Дождливо. Ничего не скажешь. Сколько ж тут обзоров, и ведь люди реально пишут обзоры по играм. А другие даже снимают по ним летсплей, когда игра уже вышла 1000 лет назад. И уже никому не интересно. Но они играют. Они все равно играют, потому что им это интересно. И они хотят поделиться этим интересом с окружающими. Наверное, по этой же логике и пишутся обзоры. А может и нет. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. To be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Ой, господи. Тысячелетний человек, 200-летний человек. Не помню, как назывался этот фильм с... Ой, господи, а кто озвучивал Джина и Владимир в оригинале? Господи, голова вспоминаю, я не хочу пользоваться интернетом. Ну, короче, справа сверху появилась всплывашка. Короче, этот парень в фильме, по-моему, 200-летний человек, опять же, всплывашка. Я вот, простите, слишком много в голове информации. Так вот, там была фраза, что совершенство в несовершенстве, в маленьких изъянах. Нету совершенных вещей, их просто не существует. Ну, перфекционисты это знают, кстати говоря. Вот перфекционисты единственные люди на планете, которые точно, 100% знают, что совершенства не существует, между прочим. Так что, Герр Диктор, не парьтесь. Игра-то хорошая, на самом деле. Ну, она интересная в чем-то даже. Меня заставляет так поразмышлять, подумать. Потому что, нет. Не надо из-за каких-то парочки обзоров и из-за парочки мнений людей полностью говорить, что вот там все фигня, все плохо. Нет. Всегда найдутся те, кто любит проект, всегда найдутся те, кто его не любит, но... Бывает. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Большая такая кнопка, чтобы точно все заметили. Ну, допустим. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered.
No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly, and you can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every... Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, surely whoever it is runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review, merely because of this very situation. Yes, I think that's quite likely. Я понял Okay, шутку. welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait. How do we get out of here? Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window, or something like that. Do you see a window anywhere? вот-вот осыпется. A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button, to go anywhere other than the skip button. There was a door here before, wasn't there? I swear there was. Where did it go? Can you maybe just ram your way through a wall? Is there any possibility that you could, say, slam your body into the wall until enough damage is done for you to be able to leave? Please, I'll take any option at all. I'm asking you to work with me here. We need a door. We need a door of some kind. I can work with any kind of door as long as it can open and lead from one room to another. I'm going to step away for just a moment, and I'm going to try to find us a door. 20 минут. I don't know how exactly. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times. Это уже попахивает каким-то настоящим ужасом, ребят. There's just you and the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit Смотрели here. «Черное And зеркало»? more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it, and I have to believe. I have to know that И мне сейчас очень жалко no matter диктора, how ребят. much I plead with you, you're going to press the button again. Why would you? I've been thinking and thinking, and I don't know what I can do to convince you otherwise. Oh my God.
And it's all because of those reviews that I couldn't get out of my head. I just couldn't ignore the negative feedback. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion matter so much to me? I've never even met Cookie Nine. I have no idea who they are. Это сейчас, блин, буквально очень сильный ночной кошмар. Потому что я так и не досмотрел первый сезон «Черного зеркала» до конца. И вы, надеюсь, простите меня, что я сейчас начинаю все это говорить, но мы все понимаем, о чем, блин, болтает диктор, и что он болтает это исключительно для того, чтобы мы сделали пропуск. Так вот просто представьте себе диктора, ну если бы он был реален. Это же ужас. Это просто кошмар. Остаться здесь, в этой пустой комнате, без возможности есть, спать, отдыхать, пропускать, и ты просто застреваешь. Just your decision as to exactly when you're going to make me suffer, to leave me all alone. Surely you will. I don't doubt it. Surely you'll press that button again, вот, leaving me он here. прав. And surely you'll put your own desire to see what's next ahead of my need for company, for companionship. Surely you'll not be moved by my howls of fitful anxiety that you sit with me. Я бы сейчас даже, знаете что, наверное, попробовал перезапуск сделать, если бы был настоящий я. You'll be leaving me. Oh my God. And it's all because of those reviews that I couldn't get out of my head. I just couldn't ignore the negative feedback. Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh my goodness, I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time, just sitting here, not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley. Not the outcomes, not the story. None of that matters anymore. I'll give it all up. I'll give up every branching path. I'll burn my story to the ground. One single thing I need, and God, I can see now that I need it more than anything, is to know that someone else is taking it in. These words that I'm saying, I need to know you can hear me. Because maybe, Stanley, maybe, if you can hear me, then maybe it means I'm real. Maybe I'm not just a fiction. Was I scared of that all along? Perhaps, yes. Черт, мне страшно, ребят. Мне сейчас по-настоящему страшно. I can't be taken by it, Stanley. I can't lose myself in the stretch of emptiness between you and me. When you press that button, you're still right there, but I know you're so tremendously far away. And in those moments, the emptiness folds itself outward in between the two of us, and I am suspended in its unyielding quietness. I can feel the edges of my reality curdling inward and decaying. I can tell that I am becoming less and less real. Yet to speak to you now, I am alive. I am truly and completely here. I am a being. I am someone. I am something. I am being listened to. I am being recognized. The emptiness between us has collapsed, and I feel right now like I am not a work of fiction. I feel as though I occupy space in this world again, and I have cast a shadow onto the wall. You see what I'm saying, don't you? You can see what this means to me. I'm so clear about it now, Stanley. I feel as certain about this as I've ever felt about anything at all. I feel renewed. I feel restored, and already I can sense the looming silence as you will press the button for the next time. What a terrible dread it strokes in my heart to think of it, to think of returning to such coldness. Come, let us sit in silence together here for just a moment. Let us anticipate it. Let us welcome it. Let us not run from it. О, ребят, блин,
вот шутки шутками, но мне сейчас по-настоящему страшно. Похрену на прошлую серию, когда диктор говорил нам, что все происходящее нереально, и мы умираем, и все такое. Это я такой про себя, ну, типа, ну да, прикольно, грустновато немножечко, но сейчас мне по-настоящему страшно. Вот просто придумайте для себя вот такую же ситуацию. Это же просто ночной кошмар наяву. Ты и абсолютная тишина вокруг. Просто абсолютная тишина. У тебя нет тела. У тебя нет ничего. У тебя есть только твой голос и зрение. И все. И больше ничего. Ты существуешь, и на этом все. Блин, это пытка. Это настоящая пытка. Я понимаю, что как бы это все нереально, ля-ля-ля, но, блин, давайте забудем эту мысль, давайте сконцентрируемся на мысли, что диктор существует. Вы представляете, каким невообразимым страданием мы его подвергаем? Я бы не выдержал. Да любой не выдержит, блин, с учетом того, насколько сильно увеличивается типа срок, ну, по задумке, но мы должны. У нас нет выбора. Давайте тогда закончим побыстрее. Oh, hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to subside, what took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed down into a single instant. In that instant, I could see myself clearly, calmly, with a collected heart. It was an impossibly rich wellspring of both delight and disgust simultaneously. I was consumed by it. I could do nothing but wallow in it for what felt like an eternity, for what I now know was far less. You see, it was a revelation for me. It was unlike anything I had ever known. It was a space without consequence, without action or outcome. It was divorced entirely from the question of free will that you and I have squabbled over for so long. There could be no one ending, no singular outcome of events, not if all events existed in the same moment. And I felt freed. I felt unburdened by the need to manifest a particular outcome into being. I saw that I could allow myself to exist along all timelines, and that each of them was simply a strand in the web of my being. It was incredible. The spaciousness, the equanimity of the moment, both singular and infinite. For the longest time, this was my experience. And then this moment passed, and the most unyielding fear I have ever known crept into my mind. And it is this sensation that I have been experiencing now for longer than I could have ever expected was possible. I have been waiting for you. Not that you might save me or do something to fix it, but merely to state for you the plain fact of this manner of existence. I wish you to feel afraid as I do, that perhaps one day this state of mind will consume you as well. Perhaps you will somehow, in some way, have to live as I do now, and I wish for you to know how excruciating it is, and for you to be in true terror of its eventual arrival. If I can only do this, only this one thing, perhaps it will bring me the smallest moment of peace in the darkness. Просто слов нет.
Ему уже все равно. Тому, что от него осталось. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, Бесчетный промежуток времени разрушит это место. Мы должны дойти до него. The end is never the end, 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 is never the end. Давай быстрее, мать твою, давай быстрее, твою мать, давай быстрее, черт тебя дери. Так, прогресс. Пожалуйста, еще. Пожалуйста. Так, продолжаем. Теперь мне страшно. Ну. Все, просто идем навстречу судьбе. Мне уже все равно. Ночь. Просто ночь. Или тут уже, я не знаю, индустриальный крах и тепловая смерть вселенной. Точно тепловая смерть вселенной. Понятно. Собственно, чего я ожидал. Все, это конец. Это полный конец. Мы, черт побери, стали свидетелями смерти человечества. Смерти диктора. На моменте конец никогда не заканчивается. Добро пожаловать, я не знаю, в пустыню серию Сэма Первого. Все. На этом все. Господи, здравствуй, наконец-то родной офис. Мы туда больше не пойдем. Нет. И я буду очень долго от этого дела отдыхать. Нет. Все. Товарищи, огромное спасибо. Так, все, соберись.
Это официально полностью была самая пугающая вещь, какую я только слышал за очень долгий последний промежуток времени. Еще ни одна игра, подчеркиваю, ни одна игра не пугала меня настолько сильно. Вы, простите, вы, разумеется, этого не увидите, не почувствуете, но у меня не просто сейчас мурашки по коже, я весь как будто истыкан маленькими иголками. Это просто кошмар. Я очень впечатлительный в этом плане человек, так что мне слов не хватит описать, насколько страшно было то, что я только что пережил. Просто сама мысль о подобном, это очень, очень, очень и очень страшно. Очень страшно. И знаете, я бы, наверное, как-то больше склонялся к концовкам из начала про женщину. Что мы понимаем... Хотя нет, там тоже был заряд хтонического ужаса. Такой маленький. Это знаете, как сравнивать капельку соленой воды и океан в плане ужаса. Типа, одно из другого состоит? Да, но... Нет. All of his co-workers were gone. Ох, What could it господи, как mean? хорошо услышать его Stanley голос decided to заново. go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Бакс. Обними меня, пожалуйста. Итак, продолжим мы уже в следующей серии. А пока с вами по ту сторону экрана был Ликтор. До свидания. Мне нужно будет очень долго отдохнуть от этого.